Грусть. Почему-то, когда речь заходит о данном состоянии нашего разума, мы сразу воспринимаем его негативно. Меланхолия считается чем-то, что не принято показывать в обществе и вообще чувствовать это. В обществе железным образом устаканилось то, что если человек позитивно мыслит, радуется, то он может добиться всего, он успешен. В то время как те, кто не смотрит на все позитивно, кто поддается грусти, считаются неудачниками. И я не знаю ни одного произведения, которое бы раскрывало эту тему так же хорошо, как «Головоломка». Данный мультфильм — это не что иное, как попытка заглянуть к себе в голову и понять, что является чем на самом деле. Это прекрасная картина во всех аспектах. Помимо уже названных идей, которые ей продвигаются, она приносит эстетическое удовольствие. Она красива и элегантна. И это, пожалуй, то, что несколько отличает ее от мультфильмов последних лет. Это произведение, возможно, единственное в своем роде в плане того, что во всей картине есть всего одна концепция, и она понятна любому, абсолютно. Я более чем уверен, что каждому, даже самому маленькому ребенку, хоть и бессознательно, но стало понятно, о чем этот мультфильм нам говорит. Радость — это не ответ. Ответ — печаль. То, что так широко презираемо в нашем обществе, является тем самым главным ответом на наши основные вопросы. В этом весь смысл этой картины. Он кажется очень простым и с тем, в какой-то степени даже революционным. В данном видео я бы хотел раскрыть, продолжить эту идею в полной мере и рассказать вам, к чему я пришел, раздумывая над главной концепцией мультфильма. Поверьте, здесь еще есть о чем подумать. Когда моей дочери исполнилось 11, она вдруг перестала быть радостной. Тогда я задался вопросом, куда пропала радость? Это слова главного режиссера головоломки Пита Доктора. Именно это событие в жизни Пита стало основополагающим в создании мультфильма. Головоломка — это в первую очередь история взросления. Райли, точно так же как и дочь Пита, выходит в подростковый возраст и вдруг становится не такой радостной, как прежде. Что-то происходит, что смещает радость на второй план. И действительно, если посмотреть на наш реальный мир, то мы можем заметить, что дети во время и вследствие взросления становятся более мрачными, что ли. Они впервые в своей жизни встречаются с реальными проблемами, и для них это шок. Весь мультфильм буквально пропитан переходом Райли во взрослую жизнь. Райли взрослеет, и поэтому перестает постоянно видеть радость во всем. На протяжении всей картины ее мозг пытается забыть детство. Как мы видим, старые вещи, которые ей нравились раньше, теперь выбрасываются в пропасть забвения. Они забываются навсегда. И даже Бинго-Бонго. Воспоминания о нем — это воспоминания из детства. Его исчезновение — это своеобразный символ того, что детство прошло и с ним нужно прощаться, как бы это грустно ни звучало. С развитием сюжета мы начинаем понимать, что радость будто идет из детства, а грусть как бы начинает брать бразды правления в подростковом возрасте. С самого начала мультфильма нам показывают, будто радость — это самая главная эмоция. Все указывает нам на это. Ей уделено большее количество экранного времени, каждая из других эмоций постоянно подтверждает то, что радость здесь главная. Да, что уж, она даже светится, тогда как остальные — нет. Почти все события мультфильма нам показывают от лица радости. Она однозначно выступает ключевым персонажем для зрителей. Ей все время кажется, что ее эмоция является самой главной. Она считает, что является ответом на все вопросы, и нам вместе с ней тоже так кажется. Все выглядит так, будто только одна она делает правильные вещи, в то время как остальные эмоции только мешаются. Мы всем сердцем болеем за нее, но по итогу, так же как и она, осознаем, что были неправы. Весь этот ажиотаж вокруг радости в голове Райли идет прямиком из нашего реального мира. Нам постоянно говорят, мол, чего ты такой грустный, улыбнись, выше нос, улыбайся и все пройдет. В мире давно существует культ того, что нужно всегда находиться в приподнятом настроении, как бы ты себя ни ощущал на самом деле. Мир активно продвигает позитивное мышление, а все, что с ним не связано, это неправильно и это нужно скрывать. Радость в мультфильме — это этакий своеобразный монополизатор правления в голове Райли. Она никому не дает свой пульт. Райли, в свою очередь, пытается избавиться от грусти и постоянно закрывает ее радостью. Ведь ее всегда учили, что нужно быть веселым, а грустным нельзя. Таким образом, она игнорирует грусть и воспринимает лишь радость. Но именно тогда, когда она впервые встречается с реальными проблемами, она понимает, что радость ей тут не поможет. А поскольку Райли всегда игнорировала печаль, то и в этом случае она делает то же самое. Исчезновение радости и печали произошло не просто так. Это следствие столкновения Райли с ее жестокой реальностью. Все те события, которые происходят с ней в реале, также случаются и в ее голове, как ни странно.
Радость – это практически олицетворение Райли. Она постоянно говорит, чтобы печаль убрала грустные мысли прочь и находила во всем позитив. Когда Бинго-Бонго понимает, что его ракета потеряна навсегда, он входит в состояние грусти. Он осознает, что Райли его забывает. Радость пытается его подбодрить, она строит ему смешные рожицы и говорит, что все будет хорошо. Но ему это не помогает. Ему нужно сочувствие, и печаль понимает это наиболее ясно. Она подходит к нему и говорит, как все есть. Она признает всю печальность данной ситуации. Обидно, что так случилось. Оставили без полетов. И тогда, немного поплакав, Бинго-Бонго приходит в себя. Вот он, ответ. Сначала его демонстрирует нам внутри головы Райли, а затем и в ее отношениях с родителями. Грусть, как в мультфильме, так и в реальной жизни, всегда рассматривается как нечто, что нужно решить. Грусть воспринимается в качестве проблемы, от которой нужно поскорее избавиться. Швейцарский психиатр Карл Юнг в прошлом столетии описал нечто подобное в своем понятии архетипа. Он назвал это тенью. Тень – это некая часть нашей личности, которую мы пытаемся поглотить и не замечать. Юнг говорил, что пренебрегание этой тенью приводит к рассогласованию личности. И именно этим в мультфильме и выступает грусть, которая на самом деле не является проблемой, но воспринимается таковой. Из-за чего, пытаясь скрыть этот аспект своей личности, Райли приходит в диссонанс с самой же собой. И только тогда, когда она принимает печаль, то ее сознание приходит в норму. И головоломка вовсе не говорит нам, что нужно искать радостные моменты даже в печальных и ужасных ситуациях. Она говорит нам, что печальная ситуация сама по себе прекрасна по-своему и приносит свои приятные воспоминания, как бы это парадоксально ни звучало. У меня было много грустных периодов в моей жизни, но оглядываясь на них сейчас, у меня даже есть некая тоска по ним. В них была своеобразная красота. Ты сидишь, грустишь, включаешь печальную музыку и смотришь в окно. Но в этом есть определенная привлекательность и эстетика. Это приятно и парадоксально. Этот мультфильм также о том, что нужно избегать абсолюты. Правда всегда где-то посередине. Если грусть, например, монополизирует твой эмоциональный фон, то ты рискуешь обрести серьезные психические расстройства, такие как депрессия, например. Если же радость становится во главе всего, то ты рискуешь стать поверхностным человеком, простофилией, который не способен сопереживать другим и понимать их состояние в полной мере. Можно стать бездумным существом, которое вместо использования своего интеллекта заглушает все происходящие с ним ситуации полоумной радостью. Еще я подметил один очень занимательный момент. Печаль, как персонаж, много чего знает. Например, что лучше не лезть в абстрактное мышление или как пройти через долгосрочную память. Это не просто так, ведь она много читает, в отличие от легкомысленной радости. Вероятно, это можно интерпретировать как то, что находясь в состоянии грусти, некой меланхолии, мы склонны к размышлениям и изучениям. В то время как в состоянии радости нам не хочется ничем заниматься, хочется только веселиться. Возможно, радость является в какой-то степени началом прокрастинации. И еще, головоломка показывает нам красоту вещей, о которых не принято говорить. И хоть мультфильм немного ограничивается исключительно понятием печали, я бы хотел перенести это и на другие вещи. Например, в моей жизни были времена, когда я часто бродил по нашим постсоветским районам вокруг серых панелек. Это максимально грустные времена, но даже в этом есть своя красота. Я начинаю понимать, что в наших абсолютно мрачных панельках есть своя особая изюминка, которую едва ли чтит кто-то, кто не знаком с жизнью в нашем постсоветском пространстве. Я более чем уверен, что иностранцы не поймут этого. И я не имею в виду, что нужно оставаться и жить в таких условиях, но даже в таких, казалось бы, мрачных вещах есть некая привлекательность. Еще могу привести в пример такое понятие, как старость. Человечество на протяжении тысячелетий пыталось и до сих пор в какой-то степени пытается изобрести эликсир молодости. Людям всегда было страшно терять красоту своих молодых годов. Об этом написано множество книг, тоже портрет Дориана Грея. Но я стал замечать, что и в старости есть своя красота. Старость далеко не так ужасна, как кажется. Глядя на людей преклонного возраста, можно испытать некий страх, что в будущем ты станешь таким же. Но в старости есть своя красота. Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Среди аудитории головоломки есть некое недопонимание по поводу того, почему у самих эмоций есть эмоции. Мы видели, как радость плачет или брезгливость веселится. И я могу предложить следующий ответ.
Если бы все эмоции выражали исключительно свою эмоцию, скажем, радость только бы радовалась, то они бы никогда не смогли общаться друг с другом и приходить к компромиссу. Отвечая на вопрос, от чего радость плачет или злится, я могу сказать, что это необходимо. Ведь только так можно сделать какой-то момент из жизни одновременно и грустным, и радостным. Если бы радость не умела грустить, она бы никогда не поняла всю важность печали и остальных эмоций. Также тот факт, что у каждой эмоции есть тоже свои эмоции, говорит нам о комплексности того, что у нас происходит в голове. Камон, когда даже радость плачет, мы понимаем, что бой о бой, там в голове происходит что-то уж больно сложное и комплексное. Мы, как человечество, до сих пор не до конца понимаем, что там творится в нашей черепной коробке, и головоломка не вступает к каким-то научно-достоверным произведениям. Нет, просто через такой сеттинг оно демонстрирует нам, во-первых, комплексность нашей природы как человека, а во-вторых, важность каждой эмоции. Мне нравится в Pixar то, что они честны со зрителем. Они не выдумывают какие-то поэтически привлекательные идеи, которые понравятся публике. Вместо этого они раскрывают суть такой, какой она есть. Их идеологию можно выразить словами Торо. Деньгам, вере, славе и справедливости предпочитаю правду. И возможно поэтому данная студия считается лучшей в мире анимации. Они не держат нас за дураков, придумывая красивые вдохновляющие концепции, которые не вяжутся с реальностью. Но они показывают все таким, каким оно является. Ведь конец мультфильма — это далеко не хэппи-энд. Райли вместе с родителями просто понимает всю сложность своей ситуации и то, что им необходимо иметь дело с тем, что они имеют. У них нет выбора. И глупо строить из себя весельчака, когда на душе тебе не так уж и весело. Я безмерно люблю этот мультфильм. Он смотрит на привычные нам вещи под другим углом и демонстрирует нам то, что все в порядке, если ты не в порядке. Если грусть иногда берет над тобой верх, тут нет ничего плохого, а наоборот, это просто необходимо. Радость может быть легкомысленной, в то время как грусть способствовать развитию. Но все же не нужно уходить в абсолют.